Боже, как мне тут выдержать, пока я сниму это видео? Друзья, представляете, что я тут испытываю? Когда меня мужчины смотрят, мне кажется, меня сейчас кто-нибудь закинет в ТикТок тоже, как обычно я делаю это с другими людьми. Дорогие девочки, всем привет из жаркого Египта. С вами Виктория. Если вы познакомились с мужчиной и на 5-й день у вас уже вот такое настроение, то это видео для вас. Сейчас лето, время отпусков и курортных романов. А вот чтобы курортный роман был с продолжением и не заканчивался никогда, сегодня как раз мы и поговорим на эту тему. Как не попасть в лапы волокиты? Даже Лермонтов написал руководство о том, как вести себя мужчине волокиты, как волоките усовершенствовать, ну, то есть руководство по пикаперству. И вот сегодня мы разбираем, как же не попасть в лапы пикапера, в лапы ухажера, у которого нечистые мысли совершенно, и на удочку, наверное, кого там, абьюзера, психопата, нарцисса, ну, как бы вот это вот все, да, как да. Не влезть в эту историю. Итак, задавайте молодому человеку, который вас пригласил на первое свидание, вопросы. А как, а что, чем закончились его прошлые отношения, кто был виноват в разрыве, как он относится к прошлым своим отношениям, к прошлой своей девушке, как долго длились эти отношения. Ничего страшного и позорного в этом совершенно нет. Ну, я так считаю, по крайней мере. Нужно задавать этот вопрос. И если мужчина обвиняет женщину в том, что, ну, 100% виновата она гадина, она тварь такая, все испортила, у нас были идеальные отношения, я был идеален, а она не была хорошая, была редиской, то стоит задуматься, а как же он будет отзываться о вас в дальнейшем. Да? То есть уже человек не разделяет ту мысль, что в паре два человека делают шаг друг другу навстречу. Явно кто-то сделал больше, а кто-то сделал меньше. Да? И в данном случае он считает, что все-таки он сделал все, а она не сделала ничего. То есть он хороший, она плохая. То есть она его спровоцировала своими то ли действиями, то ли бездействиями на разрыв. И это все-таки случилось. Очень интересно, а сколько же были эти отношения, да, как долго, сколько этих отношений было. Не в плане ревность какую-то проявлять, да, или вот он уйдет от меня к бывшей и все такое, а просто вот смотреть на динамику, да, развития отношений, как они имеют шанс вообще развиваться в его жизни или все-таки нет? Или он такой, как прыгает из отношений в отношения, да, и не хочет их развивать, да, то есть что-то у него не получается по тем или иным причинам. Вот, то есть задавайте вопросы, это очень важно. Задавайте вопросы, где работает молодой человек, что он делает, как он проводит свое время, сколько он зарабатывает, чем он зарабатывает на жизнь, да, и сами для себя, в общем-то, определите изначально вот образ вашего героя. Дорогие девочки, задавайте побольше разных вопросов, там таких более каверзных, таких глубоких, серьезных, чтобы он думал. Вот, а вы наблюдаете. Ну, если на курорте, да, кто нам встречается на курорте? Обслуживающий персонал. В Египте он очень активный, и к вам может подойти официант и сказать, что он вас любит. Вам может подойти метрдотель, намекнуть на что-то. Ну, то есть Египет такое специфическое все-таки место, где в отеле все-таки не всегда вышкаленный обслуживающий персонал. Вот. И может допускать подобные, как сказать, оплошности в своей работе, да? Да. Подходы такие у них не очень. Я испытывала много раз на себе подобное, поэтому знаю, о чем говорю. То есть в отеле можно нарваться на приключения. И есть у меня клиентки, которые, в общем-то, эти отношения все-таки, у них случились эти отношения и, в общем-то, попали в лапы Альфонса. Вот, люди, да, обслуживающий персонал, понятное дело, какой не был бы уровень, да, но есть все-таки у них желание выйти из одной среды и попасть в другую
соответственно. То есть вот эта вот разница, иерархия, да, разная и разные классы. В общем-то, тут можно говорить в данном случае о классовости общества, да, и вами могут воспользоваться, об этом нужно думать. И то, что вот я люблю тебя вот прямо сразу, ну, это тоже заставляет задуматься. Я тут недавно познакомилась с одним молодым человеком. Это, конечно, был цирк. На первой презентации он расплакался, у него так слеза текла, там у него кто-то умер, так чувственно, так вытирал под очочками. Тут одна слеза, тут другая слеза. Еще очень важно на старте отношений, там, ну, неделю вы встречаетесь, может быть, меньше, смотреть, даже, может быть, 2-3 дня, смотреть на эмоциональные качели внутри вашей пары, внутри ваших отношений, да, то есть в паре может быть один человек, мужчина в данном случае, да, то грустный, то веселый, то у него все супер здорово, то у него все плохо. И постоянно вот он качается на этих эмоциональных качелях, соответственно, и вас тоже качает. И может быть качать на таких качелях, как романтично, не романтично, да, грустно, весело. То романтично, то я тебя люблю прямо вот совсем, то полный игнор. Да. Есть в психологии этому всему название, уже все назвали, все имеет свое определение. Да. И когда мужчина звонит часто, доброе утро, добрый вечер, спокойной ночи и все такое, а потом раз и пропадает. И на это есть свои причины, на это нужно обращать внимание. Да, да, мы можем из гордости не писать, не звонить, но и все-таки ждать, да, и быть на этой эмоциональной удочке. Потому что вот эти вот эмоциональные качели, то вверх, то вниз, да, это в НЛП называется игла. То есть человек, пикапер поднимает тебя высоко в эмоциях на высокую точку, а потом резко эти эмоции обрывает. И когда это делается часто, да, то организм привыкает к этим качелям, и это как наркотик. Происходят определенные внутренние процессы на гормональном уровне, да, и женщина привыкает к этому, соответственно, есть потребность. Да, и, конечно, уже сложно себя переломить, себя остановить и не звонить человеку, а постоянно вот вписываешься в эту историю. И в итоге становишься зависимый от этих отношений. И потом уже с тобой можно делать все, что угодно. А потом случаются такие вещи, как тебя вводят в состояние. Будьте бдительны в этой точке. Да? Если вы находитесь постоянно то ли в состоянии страха, то ли в состоянии неопределенности, то ли в состоянии вины, вас постоянно или обвиняют, или пугают чем-то, или вам непонятно, встретитесь вы или не встретитесь, будет сегодня ужин или ужина не будет, поедете вы куда-то сегодня или не поедете, а куда поедете, а вообще нужна ли ты ему или не нужна. Если есть вот эти три составляющих, то вами уже начали управлять. Будьте бдительны относительно этих трех эмоций: страх, чувство вины и неопределенность. Как паук сети расставляет, плетет сети, расставляет сети, туда попадается муха, потом он, значит, сворачивает ее в кокон, в этот кокон он вбрызгивает яд, эта муха расщепляется, и он этот бульон выпивает. Вот точно так же примерно психопат и нарцисс делает с человеком. Не стоит все-таки на первое свидание бежать сразу с фатой. То есть не стоит бежать сразу с фатой. А чё? Ага, потому что мы сразу хотим, чтобы нам что-то вот сделали, да, что-то начинаем требовать от человека. Не берем позицию наблюдателя, да, а, казалось бы, и нужно было бы на первом свидании принять позицию наблюдателя, понаблюдать за человеком, да. А что он, а как он относится к ряду вопросов, к ряду тем. Я бы выделила 4 основных темы, на которые стоило бы поговорить. Первая тема – это как человек относится к социуму, любит ли он
какие-то движения, любит ли дискотеки, любит ли какие-то общественные собрания, любит ли вообще быть с людьми. Или он любит больше уединиться. То есть кто он, интроверт или экстраверт? Да? Это очень важно, потому что если вам захочется пойти на дискотеку или куда-то в какой-то клуб, на какой-то ивент, да, а ваш мужчина будет чувствовать себя там некомфортно и постоянно вас дергать, пойдем домой, да сколько можно здесь быть, да, то удовольствие это не доставит ни ему, ни вам. И так будет по жизни, да, если вы при первом приближении не отметите для себя эту особенность человека. Сложно, конечно, в нашем возрасте уже перекраивать кого-то, да, уже есть какие-то устоявшиеся отношения к жизни, отношения к людям. И сложно менять себя, реально сложно, даже если мы не будем говорить о возрасте. Это первое, то есть социум, взаимоотношения с социумом. Второе, взаимоотношения с деньгами. Кто он? Он транжира или он скупердяй? Да? Вы, например, любите экономить деньги, а он любит транжирить. Да, неважно тут, кто зарабатывает, но деньги тратятся, да, деньги тратятся на мелочи, на какие-то удовольствия, на что-то ненужное, на какие-то на излишнюю одежду, на излишнюю обувь, да, то ли это вы любите делать, то ли это любит делать он. Если это совпадает, то есть вы оба любите зарабатывать и любите хорошо пойти пошопиться, да, это классно. Или наоборот, вы оба, два человека в паре, любят поэкономить, да, четко раскладывают бюджет на необходимые темы и соответствующие живут. Да? И тогда все ровно, все складывается хорошо. То есть эта тема очень важно ее прочувствовать. Такая тема, как быт, она тоже немаловажна. Быт в плане, вы любите идеальный порядок, а он реальный засранец. Ему пофиг, помыта посуда, не помыта, почищены ковры, не почищены. Пришел, разбросал, и ему не важно, где что валяется. Он четко знает, где что находится, чтобы быстро найти. Да? Но вообще в целом в том пространстве, где вы живете и находитесь вместе, бардак, а вас это бесит. Ну хорошо, можно стерпеть там месяц, два, три, но если разложить это на долгую жизнь, то это постоянный дискомфорт, который будет портить отношения. И четвертая тема, которую стоит, наверное, отложить на третье, четвертое свидание, разговор на эту тему, это тема о сексе. Да? Вы любите мало, он любит много. Или наоборот, вам нужно много секса, а ему достаточно раз в неделю. Да? И вот эти 4 немаловажные вопроса, это основные вопросы для гармоничного проживания друг с другом, для гармоничного проживания в паре. И вот о чем поговорить. Сразу 4 свидания, 4 темы. И уже после этого стоит как-то запастись фатой на всякий случай. Вдруг будет предложение. Да? Но так или иначе, стоит наблюдать. Позиция наблюдателя, она самая комфортная в данном случае. Она не позволит вам идти вот прямо в такую чувственную глубину, где вас могут уже поймать и на чувство вины, и на стыд, и на страх. Да? На страх потерять, на страх, что что-то кардинально вот изменится, или на страх чего-то необычного. Да? То есть все, что вам нужно, вы будете уточнять в процессе, задавая вопросы. Задавайте вопросы. Кто задает вопросы, тот и управляет процессом. Лучше, когда вы будете управлять процессом, чем процесс будет управлять вами. На моем канале есть целый плейлист всяких смешных историй из Египта, поэтому обязательно смотрите. Серьезные вещи я смешиваю с юмором, чтобы это было так, легче для восприятия. Но все-таки мотайте на ус. Дорогие девочки, а теперь совет от Виктории. Куда бы вы ни поехали, в Африку или в Антарктиду, выходить замуж или какая-нибудь другая у вас авантюра, вы всегда должны быть привязаны к своей мечте, к своему делу. И что бы ни случилось, оно бы вас особо не задевало. Ну, знаете, какой-то непонятный человечек появился в вашей жизни, вот так вот сделали и все. Поэтому держите связь со своей душой, с собой и со своим любимым делом. То есть, как ваша миссия. Понятно? Запишите себе, пожалуйста. Это очень важно. Только люди пришли, слава богу, я успела. С этой фото никто меня не видел, ха-ха. О, боже, Виктория артистка. Кстати, да, я мечтала быть актрисой.
Теперь актриса на своем канале в YouTube. Боже, вот так вот мечтаешь, а потом оно как попрет, как выдаст. И актриса, и режиссер, и постановщик, и звукооператор. В общем, что там еще есть? В общем, я все теперь, понимаете? Ну что ж, надеюсь, видео было интересным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии и самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Потому что со мной всегда интересно, и весело и познавательно. Пока-пока, до скорой встречи!